Окей. Выбираем класс, так называемую роль, от которой мы будем отыгрывать. Сложно сказать, я поиграл в достаточно большим количеством ролей, и я понял одну единственную вещь. Силовики рулят до тех пор, пока ты не встретишься с так называемым серьезным противником. Но мы будем играть за самого, на мой взгляд, сложного персонажа. Это турист. Потому что у него изначально нет брони, нет экипировки. И ему просто трындец, как сложно. Но зато мне, по крайней мере, будет интересно. Не знаю, как вам, но мне будет достаточно интересно за него играть. У нас получается, сейчас я вам покажу. У нас в наличии турист. У него по экипировке монеты, дротики, дартс на +2 зачарованные. Потом получается гавайская рубашка. Ну или майка, ну что-то в общем и целом одевается под броню. Также немного еды. Получается фуд-рацион, это потом пайки. Это фуд-рацион, это у нас получается пищевые пайки. Потом это кремовый пирог, это я не знаю, как переводится. И я с этим очень редко сталкиваюсь. Карот, это у нас получается морковь, и это яйца. Яйца хорошая вещь, но могут дать конфузию. Свитки Magic Mapping, то бишь это магическая прозвоночка карты. Восстановление, дополнительное исцеление получается персонажа. В плане, ну то бишь это, грубо говоря, хил. Поушен и хила. Также камера, которая может слепить врагов, как и нас, собственно, если мы не наденем на глазник на какой-нибудь, чтобы на глазах у нас висел. Ну и кредитная карточка, которая нам будет замещать, собственно, этот... У нас благочестивый алтарь, то есть он даже не нашего вероисповедания, но на первом уровне, в принципе, неплохо. По крайней мере, алтарь есть уже хорошо, то есть мы, по крайней мере, можем... Вот, например, на прошлых персонажах алтаря не было, я вот сколько проходил, мне алтарь вообще не давали, я просто думал, блин, ну чего же вы так издеваетесь надо мной? В конечном итоге нам не... В общем и целом собираем монеты, это еще +5, видим то, что рядом с нами находится фонтан. Ну, фонтан нам не актуален до 7 уровня, и пока мы... Учитывая то, что мы нейтралы, нам фонтан вообще, по сути, практически не нужен. Исключение есть только у нас... Мы что тут видим? Мы видим вот это вот Sprig of Wolf Ben. Это очешуительная вещь. Насколько я знаю, это что-то типа чеснока. Либо волчья, это какая-то росток акалита. Ну, я, честно, не знаю, как это дословно переводится. Но факт остается фактом, то, что это помогает против ликантропии. А вот от ликантропии, конечно, это полный трындец. Также от ликантропии помогает не изменение формы, но это... Он хотел пить из раковины, но это плохое решение. По этому микроопыту, который я все-таки смог получить. Мы нашли скилл Blue Potion, не знаю, что это такое, если честно. Стоит его прозвонить у торговца, как только доберемся до него. А, кстати, да, что я не показал, что у нас за персонаж вообще в целом получился. Это получается у нас турист, у него скиллы только чисто на дротике пока что. И зелененький, видите, у нас зелененький цвет, это у него что активно. Что у нас серым цветом, это у нас мы что можем раскачать, но у нас это пока, скажем так, на уровне 0. Что интересно, у него нет атакующих спеллов, у него есть только, получается, вот так называемые защитные спеллы. Также он может владеть любым типом вооружения, что очень удобно. Мы нашли локинг-глаз и, собственно, еще одну раковину. Раковина чем хороша? Она может дать вам воду, но я, честно говоря, с раковиной особо не взаимодействую, потому что я больше по фонтанам.
Поэтому я по раковине ничего особо вам сказать не могу. Единственное, и насколько я слышал, в раковинах можно прозванивать кольца. Если у вас два одинаковых кольца, кидаете одно кольцо в раковину, и это кольцо вам прозванивают. Ну, то есть дают вам точное описание этого кольца. Но не знаю, насколько это правдивая история, но факт в том, что, по крайней мере, так пишет Википедия. Открываем замок нашей кредитной карточки, которая присутствует у туриста. Это кобальт. Кобальт. Просто кобальт. Мы можем его дротиками затыкать, можем бездоспешным боем попробовать запинать. Да, у нас 8 хп. Дротиками его эффективнее будет затыкивать. Почему именно дротиками? Мы видим еще 12 дротиков. Мы видим шакала. Мы пытаемся его закидать дротиками. Мы же видим, что у нас 10 хп. Я часто переживаю, что у меня у персонажа всего 10 хп. Потому что если маг там с 30 хп лег, а этот... Причем у него армор класс даже ниже был. А у этого тут он еле-еле 10. Армор класс у нас 10, кстати говоря. Это очень низкий. Это, грубо говоря, у вас защиты 0 вообще, без исключения. То есть там армор класс идет по какому принципу, если кто первый раз к нам ко мне подключился. Чем ниже цифра у вас, то есть, например, 0 цифра, это хорошая цифра. Минус 5 это лучше, чем 0. То есть, чем ниже у вас цифра, то есть, например, если у меня будет армор класс, например, 5, то это будет хороший, более-менее армор класс. Ну, для начала пойдет. А вот текущий 10, это, грубо говоря, у меня 0 брони, то есть я, грубо говоря, голый сейчас иду. Ну ладно, не голый, а в рубашке, потому что у нас присутствует из одежды гавайская рубашка, и она у нас одета. У нас, кстати, 14 харизма. Ну, в теории нам это поможет торговать, но до торговца еще надо, скажем честно, дожить, поэтому сложно сказать, насколько это актуально. Ну, тут только прей нажимать, потому что мы, если еще один удар пропустим, нас персонаж просто пошлет нас гулять. Это у нас получается шакалы. Которых можно есть, которые безопасные. Самое интересное, мне или показалось, или мне хп докинули. У меня вроде было 10, сейчас стало 15. Вот. Ну, одним словом, нам достаточно... Начало, оно всегда тяжелое за все классы. Но за, скажем так, силовые классы, такие как самурай, валькирия, рыцарь, они достаточно просто идут. Потому что у них достаточно высокий армор, они просто подходят с оружием шлеп-шлеп, и все, мобы все попадали. Что очень удобно и что не особо сильно напрягает. Но мы играем, на мой взгляд, за самый сложный из представленных классов. Почему самый сложный? Потому что у него, кстати говоря, у нас интеллект 18. То есть это, если вы понимали, это самый, ну не самый сильный интеллект, а самый сильный интеллект это 20. Ну, один из самых лучших интеллектов, мы можем кастовать заклинания без, скажем так, траты еды. Это у нас позволяет интеллект 17+. А у нас 18 интеллект, соответственно, мы... Ну, единственное, у нас сила 14, что для ядовитых трупов будет крайне печально. Да, нам нужно в первую очередь, если мы не находим сопротивление к яду уровня до 6 примерно, мы погибли. Причем мы в любом случае погибли. Потому что у нас появятся позже орки с ядовитыми стрелами, либо ядовитые ловушки, и мы просто отъедем от этих ядовитых ловушек, либо ядовитых стрел. Поэтому тут сопротивление к яду прям жизненно необходимо на начале. Если вы его не найдете, либо оно у вас будет отсутствовать, вы просто проиграли в любом случае игру. Мы убили ящер,
одной из разновидностей нефти, так называемой. Ну, она, в принципе, не самая сильная. А я ее закидываю дротиками, чтобы она не отсвечивала. И уже 3 этих ящерок шлепнул. И что-то пока они прут и прут, прут и прут. Когда же вы... Это так называемый жук. Он бьет электричеством. То есть, если у вас... Он достаточно посредственный противник, но его, кстати, даже можно руками бить. Заодно покачаем безоружный бой. Безоружный бой самый лучший у персонажа, у монаха. У него прям ранг грандмастер. У остальных персонажей он натянутый. То есть он, скажем честно, посредственный. Поэтому выбирать особо не приходится, если честно. Смотрим, что у нас здесь. Это ланчбокс, то есть сундучок. Попробуем этого таракана забить руками. Забили его руками. Подняли поушен, неизвестный для нас, так называемый суан. Ланчбокс попробовали сначала антрапить. Ну, антрапить до 5 уровня, насколько мне известно, бессмысленно, потому что ловушек там не будет. Единственное, что вам может попасться, это, собственно, закрытый сундучок. Мы его анлочим и смотрим, что у нас тут. Мы получили банан, 2 неизвестных свитка, неизвестная палочка и неизвестное кольцо. Что касаемо палочки, его стоит прозвонить. Для этого нужно Engrave нажать, команду E большая, и палочкой в пыли написать команду Elberet. Видим то, что нам ни хрена ничего не написали, соответственно, палочка будет, скорее всего, неактивная, по крайней мере, что очень плохо. Нам бы желательно активную палочку. Смотрим на наличие закрытого. Сундук оказался закрытым. Используем нашу кредитную карточку. Смотрим, что там. Сундук оказался пуст. Также не забываем то, что у нас есть на предыдущем уровне свитки, точнее алтарь. Как вариант, можно добежать до алтаря, прозвонить все свитки, которые у нас присутствуют в наличии. Также у нас присутствует дропаем предметы, все, как вариант, дропаем дротики, но тогда они не будут стакаться вместе с другими, которые мы сможем найти. Свитки обязательно нужно дропать, как и кольцо. Кольцо — это чем нужно дропать, мы его сейчас можем одеть. Поушены тоже, как вариант, имеют. Кольцо проклятое, палочка проклятая, поушены не проклятые. В общем и целом, нам пока не особо везет в этом вопросе, но опять же, мы не знаем, что из себя оно представляет, поэтому мы не можем. Нам подсказывают, что на этом уровне может быть также торговец, но я его, честно говоря, не вижу. Попробуйте поискать. Покидать дротиками в этого шакала, который нас упорно пытается забить. Какая грязь, а? Мы 2 шакалов убили. От них нужно просто держать дистанцию, потому что у нас достаточно сильные дротики, и от них нужно просто держать дистанцию. Если ты не будешь держать дистанцию, они нас, скорее всего, шлепнут. Да, нам говорят, что на текущем уровне есть торговец, судя по всему, но опять же, его надо еще найти. К нам идут 2 крысы. Северрат — это канализационная крыса. Крысы в большинстве случаев, как и шакалы, ходят толпой. Соответственно, мы
Пытаемся прозвонить местность с помощью команды S-поиск. Чтобы подробнее ознакомиться с командами, нажимаете кнопку Help, так называемый знак вопроса, и вот здесь прописаны все команды. Вот я вот пользуюсь. Получается поиск секретных дверей, трап и монстров. Здесь прописаны все возможные команды, которыми я пользуюсь в данный момент. Ну, не все, которые возможны, но которыми я пользуюсь, по крайней мере, на данный момент, и которые нам известны. Также нам известны Potion Extra Healing и Magic Mapping. А у нас второй уровень персонажа, что неплохо. По вооружению нам, честно говоря, не выдали. По поводу торговца я не нашел его. Потому что он где-то здесь, может быть, но я не понимаю, где его даже искать, если честно. Попробуем таракана убить. Забрали обоих. Но опять же, как вы сами видите, что я не могу найти. Я просто думаю, что он вот в этом углу. Но опять же, я не буду использовать свиток. Потому что нам, честно говоря, не актуален. Это лишайник. Лишайник неплохой. Моб для тренировки, но единственная проблема в том, что он вас может схватить. То есть это первый начальный персонаж, который вас может схватить. Лишайник не портится, как и все остальные растительные трупы. Поэтому третий сундук, вы представляете, это же просто капец. Третий сундук, ну куда, блин? Да уж, это прям вообще ух. Ну, что могу сказать, нажимаем разлог, смотрим. Сундук оказался заперт, мы смотрим. У него даже предметы какие-то были. Нам Potion дали, Pancake и камешек драгоценный. Ну, Pancake неплохо. Что там еще, свиток, да, был? Нет, не свиток, Potion еще какой-то, да? Ну, в общем и целом, они пока не особо. Что касаемо свитков, нет смысла их использовать, потому что нам элементарно они неизвестны, и они могут быть очень опасными для нас. Мы попали в яму, судя по всему. Пытаемся, дверь оказалась закрыта, мы пытаемся ее открыть с помощью кредитной карточки нашей. Unlock, да, unlock. Разанлочили дверь. Идем дальше. Мы видим то, что на нас напал гоблин. Гоблин, он, кстати говоря, он в нас кинул кинжал, который мы сейчас, скорее всего, будем использовать как основное оружие. Как вариант, по крайней мере. По крайней мере, временно пока ничего лучше нет. Но единственное, нам его придется прозвонить. Что касаемо гоблина, учитывая то, что он к нам подошел в мели, мы можем, в принципе, пробовать закидать его дротиками. Но дротики, скажем честно, не самый. Попробовать рукопашкой его забить. Мы забили гоблина. С гоблина в большинстве случаев падает его шапка, которую стоит тоже сейчас прозвонить, чтобы не попасть в просак и не попасть на минус, на жесткий. Мы нашли следующий уровень персонажа. Прыгаем на него, чтобы посмотреть. Мы нашли книгу там, он видел. Плюс, у нас был фиолетовый плюс, это книга. Неизвестно пока, какого она уровня. Поэтому по книге непонятно. Учитывая, что у нас есть кинжал, имеет смысл вернуться на предыдущий уровень к алтарю.
Мы в данный момент сражались с лишайником, которого победили. Забрали его трупик. Тем самым у нас будет хоть какая-то еда. Дропаем на алтарь. Получается кинжал и шапку, которая выпала с этого гоблина. И одеваем шапку. У нас она плюс 1, точнее нулевочка. И ринг у нас получается проклятый. Пробуем одеть оружие наше. Кинжал у нас получается не проклятый. По крайней мере, первое оружие, которое мы нашли. Тут какая-то была надпись, нас она о чем-то предупреждала. Но учитывая, что неразборчивый текст, то это... Смотрим то, что где, возможно, еще, может, кто... Что-то я пропустил на текущем уровне. Вроде визуально ничего не пропустил. Бежим дальше. О, стой. Персонаж опять же бегает. Из-за того, что он бегает. Это Red Mold. Вот эта вот красненькая буковка F. Это красная плесень. Она, во-первых, стоит поменять квикер. Поставить, например, 12 дротиков. И попробовать закидать эту плесень дротиками. Почему поменять? Потому что нам... Ну, скажем так, грейженные дротики более эффективные будут в плане экипировки, по крайней мере. Red Mall можно есть, она может дать сопротивление яду, так и сопротивление огню. По крайней мере, какой-то небольшой процент. Один из. Мы немножко проголодались, то есть у нас слабость в данный момент. Мы вновь поедим панкейк. Он считается деликатесом. Персонаж должен быть слегка доволен. Единственная проблема в том, что мы качаем уровень, но не качаем персонажа, имеется в виду, по доспехам. Соответственно, мы можем в один прекрасный момент поймать минус очень сильный. Мы нашли бронзовые латы. Это очень тяжелые латы. Они нам снижают скорость. Видите то, что мы тут видим? Мы, получается, видим два уровня. Один из этих уровней переход к дворфам. Скорее всего, поэтому мы сейчас просто прозваниваем вход. Это дворфы. А, собственно, вот тот переход был на 3-й уровень. Прозваниваем. Мы видим Гекко. Мы нашли также Поушен. Имеет смысл дропнуть пока текущие латы, потому что они нам только минус будут давать. Персонаж проголодался, но что-то как-то он странно. Бронзовые латы, они очень тяжелые и, скажем так, они не самые... Не, они достаточно мощные в плане экипировки, то есть это очень высокий армор-класс. Но они не самые лучшие. Самые лучшие будут эти. Как вариант, их можно одеть сейчас будет, если они будут не проклятые, по крайней мере. Мы перекусили лишайником. Видим еще один лишайник. Дропаем латы, потому что они нам дают очень сильный перевес. Лишайник нам свой трупик в этот раз не дал. Поэтому нам придется двигаться дальше и смотреть. Видим еще двух мобов. Первый из них это так называемая плесень, с которой мы уже сражались. А второй кислотный моб. Кислотного моба под буковкой Б, которого мы видим. Вот он. Acid Blom. Это кислотный моб. Он, если вы будете бить его железным оружием, вы, скорее всего, латы не проклятые. Мы, как вариант, можем их одеть в данный момент. У нас армор класс немножко подрос, но единственное, у нас скорость просела. Из-за того, что мы не можем бить кислотного, получается, оружием железным. Мы можем бить его руками, либо закидывать дротиками.
как вариант. Я попробую побить его руками. Ну, он нейтрального вероисповедания, мы не можем его убить вообще. По крайней мере, нежелательно его бить. Мы видим гоблина. Мы меняем тип вооружения на даггер и пробуем бить гоблина даггером. Гоблин дал нам еще одну палочку. Попробуем прозвонить ее командой Элберет. Это была палочка копания. Это, я не знаю, это отличная палочка, одна из самых лучших, которую вы можете вообще найти. Рекомендую постоянно эту палочку. Также мы видим шакала, но учитывая наш армор класс 3 единицы, мы достаточно сильно себя чувствуем, потому что единственная проблема в том, что у нас очень сильно упала скорость из-за того, что у нас тяжелые латы достаточно. Но получается, они у нас сколько? Они у нас нолики, это у нас получается армор класс плюс 6 латы эти стоят, но есть лучше, легче латы, они дворфские, насколько я знаю, называются, они примерно столько же армор класса дают. Вот как-то так. Продолжаем двигаться, смотрим, куда нас заведет игра. Нам нужно взять с собой сундук и двигаться в сторону гномьего подземелья. Поэтому берем с собой сундук. Поднимаем сундук, чтобы складывать все вещи туда. Единственная проблема в том, что мы очень сильно проседать по еде будем, но для нас это не сильно критично. У нас, в принципе, еда пока что присутствует. Дропнули еду. И как вариант также перенести сундук, который мы видим на текущем месте. У нас персонаж слабость поймал. Мы перекусили фуд рационом. Мы видим ланчбокс, на нем один предмет какой-то лежит. Это еще неизвестный для нас поушен. Подбираем неизвестный для нас сундук и двигаемся в сторону перехода следующего и дропаем сундук, чтобы он нам не отсвечивал. Что касаемо неизвестных поушенов и так далее, имеет смысл их выложить всем, чтобы у нас персонаж, по крайней мере, не был сильно перегружен. То есть, чтобы мы не проигрывали по скорости мобам, большинству хотя бы. Это гекко, опять же, одна из типов ящериц, которые мы встретили. Кстати говоря, наш армор класс, точнее, владение нашим даггером прокачалось, тем самым мы будем меньше промахиваться, больше наносить урона. Мы видим летучую мышь, которая также на нас напала, и она нас достаточно сильно продамажила. Учитывая то, что она нас просто, скорее всего, убьет сейчас, если мы продолжим с ней драться. Мы попробуем ее сейчас экипировать наши дротики на +2 и попробуем раздамажить ее дротиком. Дротиком у нас получилось убить. Летучую мышь, запомните, есть нельзя. Она дает замешательство. Меняем дротики обратно на те, которые у нас были до этого, потому что они нам более эффективны. У нас опять же мы видим летучую мышь. Мы также ее убили благодаря нашим дротикам. Нам надо подождать немножко ходов, чтобы хп немного восстановилось. Хоть до 20 хотя бы примерно. И как вариант положить большую часть вещей, чтобы они нам просто не мешали. Чтобы у нас перевес куда-нибудь упал, скажем так.
и не мешался нам. Что касаемо еды, ее стоит всю взять с собой. Что касаемо свитков, они нам не нужны. Палочку копания мы в любом случае с собой забираем. Проклятое кольцо нам не нужно. Что касаемо поушенов, имеет смысл взять с собой только дополнительное исцеление. Гемы нам, в принципе, в данный момент пока не нужны. Но как раз перегрузка у нас упала. Соответственно, персонаж нас чуть быстрее. Тут скорость общая. Соответственно, если ваш персонаж перегружен, то ваша скорость атаки будет также ниже. Если ваш персонаж не перегружен, а наоборот очень быстро, то есть вы, например, под скоростью бежите, например, ботинки скорости одели, то вы будете достаточно быстры. Мы уперлись. Если я правильно понимаю, то мы, скорее всего, уперлись в валун, скорее всего, уперлись, поэтому двигаться. Там была книга, как вариант попробовать ее на 3-м уровне. Я видел книгу, как вариант забрать книгу и попробовать ее использовать. Учитывая то, что тут закрытая комнатка, то нам, в принципе, не особо критично. Единственная проблема в том, что она нам еще дала, помимо всего прочего, 4 монеты. Убираем 4 монеты, они нам что, не нужны, и пробуем читать книгу. Книга превратилась в пыль, соответственно, это достаточно, видимо, высокоуровневая книга. Поэтому нам в этом вопросе не сильно повезло. И мы из-за этого ослепли. Но это ожидаемо, потому что я, в принципе, знал, что если мы прочитаем книгу, которая нам неизвестна... да, мы же прочитали книгу, и она превратилась в пыль, соответственно... Учитывая, что у нас нет в данный момент телепатии, то мы просто, как говорится, ждем и лечимся, пока наша слепота спадет. Наш персонаж проголодался, но мы из-за того, что у нас слепота, мы не можем идти вперед. Учитывая то, что мы не видим, кто это, соответственно, нам нет смысла его атаковать, потому что это может быть просто элементарно мирный моб. Насколько ходов слепота, я, честно говоря, не знаю. Я не думаю, что нам мало, поэтому стоит готовиться к тому, что наш персонаж откровенно много ходов проведет в слепоте. На нас кто-то напал, соответственно, мы его тоже атакуем. Пробуем прозвонить, тут пусто. Персонаж проголодался, соответственно, у него слабость. Пробуем его чем-нибудь покормить, например, крем-пай какой-нибудь, чтобы он перекусил. Опять же, из-за того, что мы прочитали книгу, у нас теперь слепота. Опять же, снова слепота и... Ну, какой же ты, а? Жри давай. Слепота у нас никуда не ушла, что очень... Кстати говоря, по поводу слепоты. У нас есть морковка, была вот, называется карот. Мы ее съели, и мы слепоту нам сняли. Мы, как вариант, могли бы сейчас посмотреть, что и на текущем уровне присутствует. Чтобы идти в гномье подземелье, желательно иметь 5-й уровень персонажа. Но, опять же, это желательно. Чтобы вам было просто элементарно комфортнее. Спускаться ниже можно, но вас могут толпой зажать, там вам просто не повезет, и вас толпой начнет зажимать. Да, но чем выше, больше ваш уровень, тем больше мобы вокруг вас будут присутствовать. Соответственно, стоит... Наш персонаж опять же проголодался. Давайте вот эту хрень ему дадим. Не знаю, что это такое. Много раз на нее натыкался, и я понял, что есть ее можно, а что она их какой-то эффект дает, я, честно говоря, не нашел. Там какая-то надпись есть. Тут что-то написано, что-то типа Warding Exploded Runes, скорее всего.
Честно говоря, мне до конца непонятно, в чем нас могли предупреждать. Мы нашли алтарь еще один, это хорошо. Я бы даже сказал, это замечательно. Мы опять проголодались. Что ты будешь делать? А у тебя глисты, что ли? Мы видим желтую плесень. Желтую плесень есть нельзя, потому что она дает галлюцинации и стан при ударе. Соответственно, ее надо атаковать только дальним боем. Мы убили желтую плесень, и вот ее труп. Смотрим, что за алтарь под нами присутствует. Это опять же благочестивый алтарь. То есть нам уже дважды не повезло, но все же алтарь на 3-м уровне лучше, чем алтарь на 1-м уровне. Поэтому в этом вопросе нам, честно говоря, больше повезло. Что касаемо... Мы нашли переход. Это получается у нас 10 камней. Но у нас дротики, поэтому нам камни особо нужны. Мы открываем проход, чтобы иметь представление о следующем уровне. Как вариант перетащить вещи на следующий, на текущий уровень с предыдущего. То есть у нас получается тут пустой сундук. Берем пустой сундук, перетаскиваем его вот сюда. Перетаскиваем его вот сюда. Это получается F коричневый. Это у нас плесень. Это бровмолд, скорее всего. Это получается коричневая плесень. Коричневая плесень дает сопротивление холоду, бьет пассивной атакой холодом и дает сопротивление также к яду. И шанс, по крайней мере, на то, что ты ее получишь. Соответственно, ее есть нельзя ни в коем... Точнее, ее нужно бить дистанционно. Поэтому мы начинаем запихивать дротики в нее, которые у нас присутствуют, и едим ее. Нашему персонажу еда понравилась, но ни хрена он нам от этого не дал. 12 предметов, которые у нас присутствуют, мы забираем их. Мы видим то, что тут, получается, хоб-гоблин нас атакует. И достаточно больно атакует. У нас опять же очередной его даггер, который присутствует. Мы поднимаем сундук и пробегаем. У нас конт, получается, выносливость поднялась на 1 пункт. Скорее всего, из-за того, что мы постоянно в перегрузке ходим, поэтому наш конт и поднялся. Мы, кстати, опять же бронмолд нашли, соответственно, мы его также расстреливаем дистанционно, потому что его вплотную бить ни в коем случае нельзя. Для этого используем команду F и атакуем в его сторону. Но еду он нам не дал, соответственно, свой трупик. Мы видим летающий глаз. Летающий глаз, запомнить, бить ни в коем случае нельзя. Милишная атака исключение, если у вас есть сопротивление параличу, так называемое, свобода действия. Только в этом случае его можно бить. В любых других случаях летающий глаз бить нельзя. Буква Е, которая присутствует в данный момент перед нами. Мы начинаем ее атаковать. Блин. Я тупанул. Я только что сам сказал, что не надо ее атаковать, и сам случайно мискликнул и проатаковал его. Летающий глаз нужно есть обязательно, его труп. И надеяться на то, что кроме вас никто его не съест. Потому что летающий глаз дает вам ментальное зрение. То есть при слепоте вы
при слепоте вы будете видеть, вот нам она дала ментальное зрение, при слепоте вы будете видеть всех мобов, которые, ну, которые имеют разум, по крайней мере. Мы также видим труп шакала, мы его тоже едим, потому что шакалы достаточно питательные, достаточно мобы, поэтому мы их скушиваем. Время немножко перемоталось, в принципе, мы двигаемся дальше. У нас есть также алтарь, но он нам не актуален, потому что дагер, в принципе, мы могли бы прозвонить, но у нас есть... А тут, в принципе, больше и нечего прозванивать. Ну, единственный лишайник можно прозвонить. Дагер, кстати говоря, проклятый. То есть, если мы бы его экипировали, мы бы, скорее всего, проклятие словили. И не смогли бы его снять. У нас закрытая дверь, открываемая с помощью кредитной карточки. Чисто теоретически, но, опять же, скорее всего, ловкость качается только при отмычках. Поэтому в нашем случае ловкость не качается. Мы нашли достаточно большую пустую комнату, она нам ничего не дает. А тут, скорее всего, сквозной проход, и он ведет на ту сторону. Мы нашли летучую мышь. Летучую мышь мы, скорее всего, нам скорости не хватит. Поэтому ее стоит прожать квикер и прожать наши дротики на +2. И забрали ее, и нам она дала лампу. Брас-лантерн, которая она лампа, которая металлическая. Ее можно заправлять благодаря зелью масла. Но его опять же нужно сначала опознать. Поэтому... Как-то так. Учитывая то, что у нас рядом с алтарем, получается, лежит, имеет смысл перетащить наш сундук. Мы видим, получается, гриб, так называемый. Его можно убить, его нужно бить. Потому что он, насколько я знаю, это не фиолетовый гриб, он нам может максимум дать галлюцинации. Галлюцинации не самые страшные наших проблем, которые мы могли бы получить, поэтому мы можем смело есть этот несчастный гриб. Также мы видим одну из ящериц, это гекко. Она нас пытается атаковать, но мы ее уже проатаковали. Подбираем сундук и двигаемся в сторону... Ага, нам упорно мешают это делать. Это была игуана. Мы убираем свиток, который у нас присутствует. Свитки можно и так прозвонить, но желательно прозванивать их на... либо когда кто-нибудь на вас их прожмет, потому что там могут быть очень опасные свитки. Они могут быть, во-первых, проклятые, что для нас прям откровенно трындец будет. Нас зажали. Какая грязь. Нас зажал гигантский бат и имп. Это Манес. Ну, Манес не самый страшный, но второе достаточно страшное существо. Ну, самое интересное, я думал, что он не страшный, а он что-то как-то нас сильно прессует. Что касаемо гигантского бата, это достаточно мощное существо, оно сильнее обычной летучей мыши в несколько раз, и оно нам... Мы отсюда просто не выйдем, если останемся здесь.
смотрим на гравировку, тут должно быть написано LB-Red. Нажимаем подождать. Мы в любом случае будем ждать, потому что гравировка постоянная на палочке копания, то есть вне зависимости от того, сколько у вас мобов. Единственное, мобы вас могут атаковать, когда вы, то есть дальнобойным оружием. То есть любой, например, метательный тип, либо палочки, либо атакующая магия дистанционная на вас также работает. Но опять же, так, мы одним словом подождали немножко. Единственное, нам бы повязка на глаза не помешала, но у нас ее нету в данный момент, поэтому мы могли бы себя ослепить благодаря лампочке, но это подбираем. Ага, наш персонаж проголодался. Мы лицезреем летающий глаз, как я говорил о нем ранее. Летающего глаза можно убить, и его желательно бить дальнобойным оружием, потому что ближним оружием вы его просто заколебете шлепать. Либо если у вас есть защита от парализации, которая обеспечивает кольцо. Глаз кушать можно, даже я бы сказал нужно. Он нам больше плюсов дает, чем минусов, поэтому мы опять же встретили Манеса. Это так называемые мобы-призраки, которые появляются в случае гибели персонажей. Их достаточно много, они всегда стадом появляются. Мы опять же видим желтую плесень, которую желательно шлепнуть, чтобы она не отсвечивала. Забрали желтую плесень. Единственная проблема в том, что у нас закончились дротики. Соответственно, мы сейчас перейдем на другой тип дротиков, потому что наши дротики закончились. Либо как вариант использовать камни, которые вот здесь вот лежат. Я сказал камни. 10 камней, но они очень тяжелые. Камни очень тяжелые. Мы сверху видим, что к нам буква S идет. Это пещерный паук. Пещерный паук — это хороший источник защиты от яда. Если он, конечно, вам труп свой оставит. Но что бывает, конечно, честно говоря, крайне редко. Но все же. Нам повысили немного статы. В частности, ловкость и выносливость. Что крайне полезно для нас. Как вариант, попробовать покидать в нее камни. Для этого нужно их выбрать. Они в самом низу в большинстве случаев лежат. И просто нажимаем и кидаем их. Ну, камни не всегда попадают. Самое эффективное использование камней — это через пращи. Но в нашем случае у нас пока нет возможности ни пращей, ничего. Смотрим, что у нас присутствует по лампе. Ну, в принципе, прозвонить лампу как вариант можно, но единственное, она нам особо не актуальна будет. Посмотреть по... Наш персонаж проголодался. Посмотреть по... Кушай. Посмотреть по... Свиткам, может, у нас там что известно стало, нет? Scroll Magic Mapping, книга Dust, палочка копания и Potion дополнительного исцеления. В принципе, нам особо из этого ничего не нужно. Пока что, по крайней мере.
У нас получается 3-й уровень локации, 4-й уровень персонажа. Мы идем неплохо. Единственная проблема наша в том, что нам нужно двигаться дальше. Мы двигаемся дальше и видим то, что у нас какая-то могилка присутствует, но она нам не актуальна в данный момент. Это гомункул. Гомункул — это просто капец какое сильное существо. Особенно если у вас нет сопротивления ко сну. У нас его, конечно же, нету, поэтому гомункул для нас это просто трындец. Поэтому мы молимся, чтобы он нас не усыпил. Труп гомункула ядовитый, соответственно, у нас, скорее всего, иммунитета на яд нету. Вы, конечно, можете его сожрать, но для вас это будет бессмысленная трата своей силы, поэтому гомункула жрать не рекомендуется. Мы нашли еще один алтарь. Он тоже благочестивый, соответственно, мы в теории можем перетаскивать, то есть к этому алтарю поближе. Что мы, скорее всего, и сделаем. Поэтому мы берем наш рюкзак, который у нас присутствует. К нам идет буква S. S — это подвязочная змея, она в количестве нескольких штук. Вот несколько, конечно, для нас печально. Их даже 3. Ёперный театр. Я надеюсь, они не агрессивные. Подождем пару ходов. Нет, они агрессивны. Соответственно, нам придется с ними драться. Мы апнули уровень на 5, соответственно, и она нам дропнула панкейк. Неплохая еда. Но единственное, змея что-то подтормаживает немножко. Змею есть можно, подвязочную, она не ядовитая. Чтобы узнать, кого есть можно, кого нет, стоит заглянуть на NetHack Wiki, потому что там собрана вся информация, доступная для игры, для комфортной, по крайней мере. Стоит дропнуть сюда ящик наш, чтобы мы примерно имели представление. Также дропнуть сюда монеты, потому что мы торговцев не нашли. Посмотреть, что еще можно выложить. В принципе, ничего особо выкладывать не стоит, потому что у нас и так толком ни хрена нету, а у нас что-то выкладывать там вообще, будет. Я в данный момент пробую закрыть дверь, но дверь упорно сопротивляется закрытию. Как бы это смешно ни звучало. Дверь сопротивляется закрытию. В нас кто-то кинул лампы? Серьезно? Не пойму я. Я миссую по ит. Соответственно, я промахиваюсь по воздуху. Промах по воздуху — это означает о том, что кто-то тут присутствует, и мы его не видим, соответственно, он невидимый для нас. Это призрак. Ой, блин, мы призрака не убьем, скорее всего. Чтобы убить призрака, нужно... Да, чтобы убить призрака, нужен магический урон, либо очень сильный удар. По-другому вы не убьете призрака, а призрак вас будет преследовать. Причем у меня он и не прописан. Этот, получается, хвост, или как он там прописан. Сейчас в влогах посмотрим. Хвост, да, он не прописан, как он выглядит. А очень плохо, честно говоря. Его хотелось бы приписать хотя бы какой-нибудь этот. Но опять же, непонятно, на какую его букву прописывать.
Чтобы убить призрака, нужно просто по нему попасть. Что крайне бывает трудно сделать. В моем случае, по крайней мере. Можно, конечно, попробовать в него дротиками покидать, но я, опять же, я его не вижу. Вот он, кстати, стоит рядом с нами сейчас. Он невидим. Он невидимый для нас, потому что он не обозначен никак. Попробовать покидать в него дротиками. Дротик попал. Дротик попал. Проблема призраков в том, что они могут понижать ваш уровень. То есть при касании они могут понизить ваш уровень так, что мы примерно лицезреем призрака. Я понимаю, что кажется, что я дерусь с пустотой, но на самом деле, если приглядеться, то вы увидите, что на одной из точек не отсутствует точка. Если приглядеться, то вы увидите, что это именно призрак. У меня просто в данный момент на него нет обозначения. Поэтому, кстати, он рядом с нами подошел. Я ищу призрака, но никак его найти не могу. Но опять же, мы его не убьем, даже благодаря нашим дротикам. А он, блин, зараза, такое достаточно надоедливое существо. Поэтому, я думаю, нам нет смысла с ним взаимодействовать, по крайней мере, пока. Мы видим фонтан, но он нам не актуален в данный момент. Ставим обратно на быстрый слот камня. На обычных мобов их хватит, а на более усиленных будем использовать наши дротики. Мы видим какой-то комплект вооружения, но и алтарь, кстати, еще один. Да прям тут капец. Вот. Алтарь хаоса. Это просто смешно. Как преобразовать алтарь, чтобы он стал вашего вероисповедания? В нашем случае это нейтрал. Вам нужно просто принести жертву на этом алтаре. И чем больше будет жертвы, тем больше шанс того, что вы сможете преобразовать. Но также могут послать защиту на этот алтарь. Это будут эти муравьи. Усиленные, если не ошибаюсь, солдаты и еще обычные. Также само божество будет защищать свой алтарь. И да, запомните, никогда не преобразовывайте алтарь вместе со священником. То есть вы присутствуете в комнате, и там какой-то паренек бегает. Не стоит преобразовывать алтарь там. Вы не видите ловушки, но она там присутствует, потому что Split Mail, сложно сказать, насколько она актуальна. Сейчас я посмотрю. Но наш, скорее всего, лучше. Наша, скорее всего, лучше. Сейчас я точно узнаю. Вот кожаный доспех, масса, переменный ток. Переменный ток, английская версия. Вот, у нас получается бронзовые латы, у нас они плюс 6. А там Split Mail, это у нас Split, это тоже плюс 6, кстати говоря. Что касаемо веса, они весят, получается, Split Mail 400, бронзовые латы 450. Но они, кстати говоря, поменьше весят. Split Mail на 50.
грамм, я не знаю. Но опять же, это бронза, латы. Не знаю, насколько это разница большая. А сплитмел это железка. Поэтому не ясно. Ну тут 100% ловушка, потому что она просто так не может тут находиться. Попробуем антрап нажать. Он нам говорит, что вы не видите ловушки. Ну попробуем. Так, тут 2 монеты и, собственно, сама эта броня лежит. Попробуем дропнуть броню, посмотреть на полярность ее. Броня оказалась не проклята, и как вариант ее можно пробовать переодеть. Учитывая то, что у них одинаковые но у нас чуть меньше по весу будет. То есть это более утяжеленная. А наша текущая будет чуть меньше. Мы видим ланчбокс. Он на 4 уровне. В принципе, антрап можно, в принципе, и не антрапать. Но мы на всякий случай проантрапили. И наш поушен взорвался. Охренеть! В общем и целом мы только что продинамили свой поушен хила из-за ловушки. Ну, чтобы спасти свой поушен, ну, либо свитки, зелья и так далее от ловушки, нужно их прятать в сумку. Бокс пустой оказался. Спрашивается, нахрен открывал, блин. Только один поушен потерял. Нас призрак преследует, и мы, зараза, его не видим. Призраков убить можно, но это... Опять же, мы не знаем, что это за свиток, поэтому нам не актуален. Знали мы, что за свиток тогда, да. Мы, опять же, это стоит призрак. Нам нет смысла с ним драться, мы постоянно мажем. То есть нам нужен высший уровень, либо лучшее оружие. А еще лучше против всей нежити подходит серебряное вооружение. Но опять же, чтобы получить серебряное вооружение, его нужно вытащить. Рядом с нами облако было. Насколько я знаю, это пылевое, если не ошибаюсь. А, нет, не пылевое облако. Ну, в общем, одно из облаков. Они, опять же, нас атакует этот несчастный призрак, от которого мы постоянно сваливаем по всему уровню. Наш персонаж проголодался. Перекусываем этим панкейком несчастным. Продолжаем бегать от призрака, потому что нам откровенно, честно говоря, не повезло в этом вопросе. Мы видим гигантского анта. Гигантский ант — это прям трындец. Почему? Потому что меня, честно говоря, он не один раз убивал и не два. Это очень сильный моб, он очень больно бьет, очень часто критует. Для нас он будет просто откровенно болезненный. У нас подзависли кнопки. К нам идет... В текущей комнате присутствует летучая мышь, присутствует зомби-гном, также присутствует лепрекон. Из них, по сути, самый опасный. Нам дали немножко силы.
Еще 6 монет. Ух, ну не... Это, видимо, один из персонажей наш погиб. Потому что я, честно говоря, не помню, чтобы... А, это, видимо, да, персонаж наш погиб. Ну, это хорошо, что, скажем так, это произошло здесь. Единственная проблема в том, что нам нужно все это прозвонить. Мы тут недалеко подбираем все, а у нас стресс. И тут сразу сходу Undead нарисовался. Ой! Дропаем все, потому что Undead мы просто не убьем руками, если не дропнем предметы. Это у нас получается лук, даггер, булхип, не знаю, как это переводится. Легкий жилет нам не сильно нужен. Легкий жакет и шапка не особо. Федора это шляпа легенькая. Ридинг гловер это перчатки. Глаз не знаю, что это такое. Потому что его надо прозванивать. Это палочка какая-то у нас. Баг, это, собственно, непонятно тоже пока что. Пикселякс тоже непонятно. Пока дропнем, забьем этой нежить. Забрали нежить, подняли еще раз. Позвонили ее на алтаре. Для этого используем команду большую букву D. Используем выбрать предметы и начинаем дропать их. Соответственно, выборочно легкий жакет. Но мы дропнем все. Нам, конечно, важнее всего перчатки, потому что они нам могут дать... Что касаемо палочек, их бессмысленно дропать. Также баг стоит дропнуть. Это по свисток. Это получается у нас еще одна лампочка. Пикселякс это... Пикакс это у нас кирка. Дропаем. Все прокляты. Да, тут откровенно, конечно, нам не повезло в этом вопросе. Но оно и понятно, это предметы с мобов проклятые, поэтому нам бы в любом случае не повезло. Учитывая то, что призрак гуляет на текущем уровне, это один из старых персонажей, который погиб на текущем уровне. Можно как вариант использовать 2 даггера для метания. Поэтому мы убираем, получается, лук и оставляем 2 даггера. Что касаемо жакета, жакет мы дропаем, потому что он легкий. Шапка, федора и перчатки, что очень плохо. Перчатки проклятые. У нас также есть морковь, но она проклятая. Проклятый крем-пай, проклятый лишай, но лишай пофигу проклятость. Проклятый свиток это печально, проклятое кольцо неизвестно, что оно из себя представляет. Проклятый мешок тоже непонятно, там что-то ценное может быть. Мешок мы попробуем сейчас прозвонить, как и свисток. Что касаемо лампы, по лампе неизвестно, проклятый акс использовать нельзя ни в коем случае, он прилипнет к рукам и вы его не сможете дропнуть. Поэтому сейчас мы оставляем свисток, оставляем, получается, сумку. И смотрим, что они из себя представляют. Мы дропнули эти предметы. Нажимаем кнопку А, нажимаем кнопку свистка. Честно говоря, звук странный. Но я думаю, что он просто из-за того, что он проклятый, такой странный звук издает. Свисток стоит убрать, потому что я, честно говоря, не до конца понял, что он из себя представляет. Учитывая то, что он не определился, скорее всего, он просто из-за проклятости такой плачевный. Смотрим, что у нас присутствует в сумке. Сумка у нас присутствует, и в ней очень много предметов лежит. И один из них это Грейстоун. И еще одна книга, как и оранжевый Potion. Учитывая то, что у нас проклятая сумка, имеет смысл в нее все сложить.
Почему? Потому что, во-первых, мы не знаем, что это за полярность. Кстати, Tinin Kit это... В общем и целом мы с голоду не погибнем благодаря Tinin Kit'у. Это очень хорошо. Пикселякс, он проклятый, его стоит дропнуть, потому что он для нас не актуален в любом случае. Из-за того, что он, во-первых, проклятый, он бесполезен будет для нас. Что касаемо сумки, в нее стоит все убрать, или ненужное, то, что, чем мы не будем пользоваться. Что касаемо второй палочки, она, скорее всего, проклятая. Потому что, как и все снаряжение. Убираем монеты, чтобы они не отсвечивали. Убираем также туда поушен, который у нас присутствует. Экстра хилинг. Как вариант, можно попробовать все вытащить оттуда и прозвонить на наличие проклятости всех предметов, кроме, конечно, монет. Потому что это бессмысленная трата времени будет. И Грейстоун также прозвонить. Получается, для этого мы взяли все предметы, нажали All, и сейчас будем дропать предметы. Получается, 3 футрациона, палочка бессмысленно прозванивать, 2 поушена, экстра хил тоже прозваниваем. Это получается набор для консервирования и Грейстоун. Подбираем все предметы, они оказались не прокляты, это отлично. Все подействовало только на сумку, поэтому все пока убираем, нам не актуально в текущий момент это. У нас есть проклятые предметы, но опять же крем-пай в принципе есть можно, корот скорее всего есть нельзя, потому что он проклятый и он нам не даст того эффекта, который нам хотелось бы от него видеть. По крайней мере, я так думаю. По крайней мере, в проклятом видео он нам не даст того эффекта, поэтому он для нас бесполезен. Что касаемо волчьей, стоит ее убрать. Яйца тоже стоит убрать. Что касаемо книжки, ее стоит сейчас прочитать, попытаться, по крайней мере, прочитать. Что касаемо поушенов, их стоит убрать в большую сумку. Как и Грейстоун у нас не прозвоненный. Соответственно, нам нужно... Смотрим, что у нас в инвентаре осталось. У нас осталось спелбук, который желательно прочитать. Нам написали, что это чистая книга. Чистая книга это... Да, то есть мы видим, что это чистая книга. Чистая книга это очень хорошо. Мы можем из нее сделать любую книгу, которую нам, скажем так, заблагорассудится. Это очень хорошо. Достаем все предметы из сумки, которые у нас присутствуют. Это получается... в принципе, и нечего доставать. Тут единственные 2 поушена, которые для нас неизвестные. И все, в принципе. Больше нам тут особо нечего. Эти 2 поушена мы убираем, потому что они нам просто элементарно не нужны. Саму сумку мы оставляем. Очень много еды. Причем много это мягко сказано. Но опять же, учитывая то, что прошлый персонаж погиб от голода, то еды много не бывает. Прожимаем Элберет. Ага. Ну, нам, в принципе, уже все написали. Нам эта палочка Create Monster, соответственно, нам нет смысла что-либо нажимать там. Это Rock Pill, то есть его можно спокойно забить. У нас откуда-то гномий труп нарисовался. Не понимаю, честно говоря, откуда. Как вариант его дропнуть.
и сразу перекусить чем-нибудь другим. Например, этим проклятым лишайником. У нас еще 2 Поушена неизвестных популярности. Надо будет их позвонить тоже. У нас есть алтарь благочестивый. Попробуем Ага, понятно. Гном оказался просроченный. Потому что не захотели его принимать. Что касаемо палочки Креат Монстр, это очень хорошая палочка. Она может помочь прокачать алтарь на достаточно высокий уровень и ваше взаимодействие с вашим божеством. Смотрим, что у нас также по предметам присутствует. У нас, в принципе, особо толком ни хрена и нету. Палочку, как вариант, можно выложить, потому что нам, в принципе, она не сильно нужна. Но она будет нам отсвечивать, если мы будем взаимодействовать с другими предметами. Смотрим, что у нас также присутствует. У нас присутствует Looking Glass и консервированная эта фигня. В принципе, она нам не особо все это нужно, но так чисто для галочки оно пойдет. Единственный персонаж у нас теперь постоянно перегружен, что очень весело. Поэтому как-то так. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей.